Хай-хо, друзья! Вы когда-нибудь спорили с приятелем о том, сколько нужно спать? Задумывались, как много вещей мы бы успевали, не тратя времени на сон? Является ли сон важным аспектом здоровья? Сегодня попробуем с этим разобраться, чтобы иметь вескую причину побольше поспать, разумеется. Поехали! Говорят, есть люди, которые вообще никогда не спят, и они есть среди йогов. Но на самом же деле документальной науке неизвестен ни один такой человек за все время наблюдений. Возьмем в расчет реально тех людей, которые спят всего несколько часов в сутки. Если это происходит систематически, на постоянной основе, в медицине это принято называть бессонницей. Только для 1% людей в мире, а это 75 миллионов человек, между прочим, 2- или 3-часовой сон является полноценным. Тем не менее, ученые не могут понять, почему люди с таким отклонением здоровы. Возможно, что все дело в генах. Результаты последних исследований в этой области показывают, что у таких людей присутствует точечная мутация гена HDAC2. Этот ген отвечает за режим сна. Но самое интересное заключается в том, что ни у одного родственника подопытного, который спит стандартные 8 часов, такие изменения на генном уровне не выявлены. А это значит, что такая особенность не передается по наследству. Исследователи осуществили искусственную мутацию данного гена у мышей. В результате этого у животных значительно сократилось время сна. Это дает надежду, что когда-нибудь и человек сможет запрограммировать себя на меньшую потребность во сне. Так сколько же нужно спать на самом деле? В Соединенных Штатах Америки есть целый государственный орган, занимающийся этим вопросом. Он называется Национальный фонд сна. На основе исследований, множества данных, этот фонд рекомендует следующее. Взрослым нужно спать 7-9 часов без перерыва, детям и подросткам от 8 до 10. А вот младенцам необходимо спать полноценные 14-17 часов в сутки. Теперь-то понятно, почему школьники и студенты со своей ночной жизнью ходят днем как зомби. Режим сна нарушен, и их внутренние биологические часы сбиты. Из данных заключений следует, что часы отдыха напрямую влияют на нашу эффективность и самочувствие. Может быть, тогда постоянные разговоры врачей о правильном распорядке дня неспроста. Я не Ньютон и небольшой любитель падающих яблок на голову, но срыв нашего сна имеет реальные негативные последствия. Исходя из современных исследований, недостаток сна ведет к слабоумию. Чтобы это доказать, собрали 737 пожилых людей одного возраста, которые страдали данным недугом. В итоге у 65% людей пониженные когнитивные способности напрямую были связаны с недосыпами, и лишь у 35% с их генетикой. Вот почему есть прямая взаимосвязь между отсутствием здорового сна и болезнью Альцгеймера, которая является более тяжелой формой слабоумия, по-научному – деменция. Данное заболевание относят к наследственным, но постоянные недосыпы увеличивают риски. В этом году Оксфорд выдвинул любопытную теорию, что со временем сон человека эволюционирует. В будущем мы будем спать меньше, но чаще, что позволит полностью избавиться от слабоумия. Они считают, что из-за того, что человек спит меньше, чем другие приматы, мы имеем больше случаев заболевания Альцгеймером. Эта гипотеза была выдвинута несколько месяцев назад, и пройдет еще немало времени, когда человек победит слабоумие. Тем не менее, чертовски приятно быть энергичным и продуктивным. Лучше ложиться в 10 и просыпаться в 4 утра, нежели в час ночи и в 6 утра. Это позволит вам получать больше мелатонина, основного гормона, который является регулятором суточных ритмов. На этом все, друзья. Предлагайте ваши темы для роликов, и я буду выбирать самые интересные. Ставьте свой бодрый лайк и подписывайтесь на канал. Будет еще любопытнее.